Старушка открыла дверь прямо в бушующую метель и оцепенела. На ее крыльце лежала огромная беременная бурая медведица. Она просто лежит и тяжело дышит, глядя прямо в глаза человеку. Старушка понимает, один взмах лапы и все кончено. Но в глазах медведицы нет злости, только боль и странная, почти человеческая просьба о помощи. В сибирской тайге стояли суровые морозы, почти минус 45. Ветер гнал по лесу колючий снег, и казалось, что в этих местах сама зима живет круглый год. На краю тайги, вдали от деревень и дорог, в старом деревянном доме жила одинокая старуха. Она давно привыкла к такой жизни. По утрам растапливала печь, заваривала крепкий чай, днем рубила дрова и расчищала крыльцо от снега. А вечерами сидела у огня и слушала, как за стенами воет ветер. Люди сюда почти не заходили. Зато звери иногда появлялись рядом с домом. Однажды ночью разыгралась сильная метель. Снег бил в окна, ветер тряс крышу, и казалось, будто весь лес шумит и стонет. В какой-то момент старухе показалось, что у двери что-то тяжело ударилось. Сначала она решила, что это просто ветер, но звук повторился. Она осторожно открыла дверь и застыла. Прямо на ее крыльце лежала огромная бурая медведица. Зверь был изможден и почти не двигался. Снег вокруг был примят тяжелым телом. Когда старуха присмотрелась, она заметила кровь на боку медведицы, а еще, что живот у нее большой и тяжелый. Медведица была беременна. Из ее бока торчал кусок металлической проволоки, браконьерская петля. Видимо, она долго бродила по тайге, пытаясь освободиться, пока не добралась до дома. Любой человек на месте старухи закрыл бы дверь. Но она вдруг поняла, зверь сам пришел к людям. Медведица подняла голову и посмотрела прямо на нее. В этом взгляде не было злости, только усталость и боль. «Потерпи», — тихо сказала старуха. Она быстро вернулась в дом и принесла ножницы, тряпки и старый тулуп. Мороз был такой сильный, что дыхание превращалось в ледяной пар. Подойти к медведице было страшно. Один удар лапы, и все могло закончиться. Но зверь только тихо зарычал, будто предупреждая, и снова опустил голову. Старуха осторожно перекусила проволоку и вытащила ее из раны. Медведица вздрогнула, но не напала. Затем старуха обработала рану и укрыла зверя старым тулупом, чтобы хоть немного защитить от мороза. Затащить такую тушу в дом она не могла, поэтому развела рядом костер и осталась сидеть неподалеку. Ночь была длинной. Ветер завывал в тайге, а медведица иногда тихо стонала. Старуха подбрасывала в огонь дрова и следила, чтобы никто из хищников не приблизился. Перед рассветом медведица вдруг начала беспокойно двигаться. Старуха сразу поняла — начинается самое трудное. Через некоторое время на снегу появились два крошечных медвежонка. Они были слепые, маленькие и едва шевелились. Медведица, несмотря на слабость, подтянула малышей к себе и накрыла лапой. Потом она снова посмотрела на старуху. В ее глазах уже не было тревоги, только спокойствие, словно она была уверена, что ее детеныши теперь в безопасности. Следующие дни старуха не отходила далеко. Она приносила из дома рыбу, растапливала снег для воды и следила за раной. Постепенно медведица начала приходить в себя. Через несколько дней она уже смогла подняться на лапы. Медвежата все время держались рядом, прижимаясь к ее теплому боку. Когда погода стала яснее, медведица наконец собралась уходить. Она медленно пошла к лесу, но вдруг остановилась. Один из медвежат неуклюже повернулся и направился к старухе. Подошел совсем близко и ткнулся носом в ее валенок. Старуха невольно улыбнулась. «Иди к матери», — тихо сказала она. Малыш еще мгновение постоял рядом, словно запоминая запах человека, а потом поспешил обратно. Через минуту вся медвежья семья исчезла среди заснеженных елей. Казалось, на этом все и закончилось, но спустя несколько недель старуха однажды вышла утром на крыльцо и увидела у двери свежую рыбу. Кто-то аккуратно положил ее прямо на снег. Она огляделась вокруг, но никого не увидела. Зато рядом были большие медвежьи следы. Такое происходило еще не раз. С тех пор старуха знала, где-то в тайге живет медведица, которая помнит ту зимнюю ночь. В дикой природе звери не говорят спасибо, но иногда благодарность можно увидеть в следах на снегу.